Всем привет, с вами канал Animation River и я Руслан Ибрагимов. И сегодня мы поговорим про Storyboard и Animatic. Создадим проект. Назовем его Storyboard или Animatic. И если у вас есть какие-то картинки, которые вы рисовали на бумаге, то вот такой вот вариант загрузки. То есть мы берем секвенцию фотографий и подгружаем ее вот с такими параметрами в слой. Выбираем здесь слой, Stretch Project Size и берем размеры, которые имеют сами фото. И если мы, допустим, уберем Stretch Project Size, эту галочку, взгляните, в кадры импортировались абы как. То есть не растянуты по размеру заданного проекта. Давайте еще раз загрузим и на сей раз поставим Stretch to Project Size. Импорт. И вот теперь все кадры уместились в пространство заданное. Как минимум мы видим, они все в каком-то своем цвете и свете. Чтобы это откорректировать, нам стоит зайти в FX Stack, Add FX Color Adjust. И здесь мы можем редактировать. Нужно нажать под кадриком в таймлайне пару раз, и тогда выделится вся секвенция в слое. И вот Saturation, Brightness, контраст, все как в фотошопе. Вот, Saturation мы вводим в минус 100, чуть меняем гамму. Картинки становятся более контрастными. И нужно добиться того эффекта, чтобы края картинок, допустим, можно было легко подтирать. Apply. Вот мы отрендерили. Теперь удалим настройки эти. Options delete. И закроем FX Stack. И вот такой слой с картинки у нас появился. Теперь эластиком просто подтираем края и редактируем в дальнейшем, так чтобы нас устраивала картинка. Это вот один из способов подгрузить картинки в проект. Вот второй способ. Мы импортируем картинки, которые уже находятся в том размере, который нам нужен. И во вкладочке Project мы выберем Split Scene и выберем Clip Image. Таким образом у нас как раз появится такой вариант сториборда, где одна картинка будет означать одну карточку. И вот здесь, допустим, мы видим, что все это превратилось в одну сцену, собранную из нескольких клипов. И в разделе верхнем с иконочками для сцены мы, допустим, можем всю эту сцену разбить на отдельные клипы. Они же будут самостоятельно каждый для себя отдельной сценой. То есть они перестанут быть объединенными. И для каждого можно назначить таким образом цвет группы, если
В этом есть необходимость, чтобы не потеряться. С помощью иконки лупа мы можем менять размеры сториборда. Давайте я открою уже настроенный проект, то есть где я расставил все клипы, сделал цветными и сделал, в общем-то, удобно для себя. И вот, давайте посмотрим, что дальше. Что у нас во вкладке Project есть интересного. Смотрите, если мы вот так вот один на другой натаскиваем, то возникает сцена. И первый и последующие кадры можно разбить. Если выбрать первый, то второй, последующий, он отстанет. То есть они разъединятся. Вот в верхней, вот этой вот линии мы выберем, допустим, какой-то клип и нажмем умножить на 2. И вы видите, что мы сделали копии. Мы можем это убить Ctrl-Z, а можем и вот салатовый, допустим, салатовая сцена, она увеличивалась, а нажимая на красный крестик, мы это уничтожаем. Добавляем по одной сцене в виде одного клипа. Убиваем. Верхняя часть относится к сценам, а нижняя к клипам. То есть есть там два крестика, Вот, допустим, мы здесь выбрали последнюю сценку, и вот мы ее размножаем. И теперь мы ее уничтожили. Допустим, это будет также умножением клипов, в одной сцене. Вот нужно выбрать. Первая, предыдущая, а следующая она разъединится. Вот. Просто поудаляем. Вот видите, здесь объединено в одну сцену. Мы за один клик можем удалить все сшитые красные. Конечно, последнюю мы ставим. Вот бац, и целая сцена удалена с несколькими клипами. Можно добавить в начале, можно добавить в конце, там +1, слева +1, справа. Внизу вот пишется автор. Вот мы прогоняем и получаем, что слой у нас, точнее не слой, а весь сториборд он по одному кадру. Смотрите, здесь есть вариант столбов, и вот в разделе Action мы можем подписывать, то есть сами действия, которые совершает персонаж в этом кусочке действия, в этом кусочке сцены. Далее там есть возможность подписать диалог и всякие notes, всякие пометки. Клавиша вперед-назад нам позволяет передвигаться. Это режим некого такого рядочком они идут. То есть есть режим колонн предыдущий, и вот здесь вот рядком они идут сверху вниз. Здесь также по-своему удобно подписывать происходящее в шоте. Можно менять название шота или сцены. Здесь так разделяется на клип и на сцену. То есть отдельное от других клипов клип – это сцена считается. Переходим в таймлайн режим и можем здесь подгрузить голосовой или звуковой трек. Чтобы каким-то образом под этот трек подстроиться, мы можем вот так вот брать и оттягивать в таймлайн режиме. Таймлайн View называется этот режим.
слева кнопочка включена. Вот. И здесь мы как раз вот можем задать то количество кадров, которое каждая из этих сценок будет жить в кадре. То есть, как вы видите, их ширина соответствует количеству кадров, которые подписаны под каждым из цветных вот этих клипов. Взгляните, то есть 15, здесь 15 кадров. Вот. И вот мы выходим, допустим, в клип, и мы видим, что здесь стоит такой красненький маркаут, и ему соответствует 10 кадров. И мы видим, что там стоит none, то есть один кадр, и дальше него ничего не видно. И рядом с этим вот none, видите, здесь нужно поставить hold, и тогда этот кадр автоматически будет держаться до красного маркаута. Hold, и так сделать на каждом из шотов, в каждом из клипов. Ну вот, я сделал на всех. Вот и вы видите, что сколько мы там кадров заложили, все они видны. Угу. Конечно, маркаут можно поменять. Взгляните, есть такая возможность. Вот 10-й кадр, например, и здесь справа под дисплеем мы видим маркаут и стрелочка. Вот нажимая на маркаут, мы убираем как бы красный вот этот вот стопорок. И нажимая на стрелочку, мы его выставляем. С левой стороны есть mark-in, зелененький, но для данной схемы работы mark-in не обязательно ставить, важно поставить mark-out. Это удобно. Окей. В режиме Timeline View мы можем вручную корректировать. И видите, здесь 21 кадр. Угу. Выставлен. Также он соответствует тому, что в клипе. 21 красненький маркаут. То есть все по-честному. Ну вот. Давайте посмотрим, может быть, еще раз. И Shift-V нажали. И вот такой вот аниматик получился. И нам явно не нравится, сколько времени уходит на каждый из шотов. И хотелось бы подкорректировать. Допустим, вот этот салатовый я бы увеличил в тайминге. Давайте посмотрим. Shift View. Поставим 31 кадр при скорости 25 кадров в секунду. Вот этот сделаем покороче, вот этот покороче. То есть здесь я показываю, как бы режиссер мог выставлять тайминг в аниматике вот таким вот способом ручным. То есть в дальнейшем сцена могла бы отправиться на анимацию просто. А тут примерный тайминг, который мог бы соответствовать требованиям режиссера и его представлениям о тайминге в этой сцене. Угу. Ну вот Shift-V, и вот бах, больше полета. Здесь я
всего лишь показал вам технические возможности. Конечно же, я не утверждаю, что для этой сцены тайминг такой самый лучший. Вот. Вот взглянем еще раз, как больше полета дали, и сцена чуть-чуть более стала корректной. Вот диапазон у нас 15 кадров в этом шоте. В этом 9. Здесь вот 9. Выбрали Apply Instance, и вот мы выставили инстансы. И хотели бы через Light Table, да, посмотреть, что в следующем кадре, но у нас там не очень все хорошо, поэтому давайте создадим дублирующий слой и сделаем работу поудобнее. То есть, например, нам нужно вот этот клип, его нужно немножко раскрыть, приблизить его немножко к анимации набросочно. Вот. И вот у нас есть вот ключик, первый ключевой рисунок, или, как говорят, компоновка еще. Вот. И вот в слое над рисунком я, допустим, задам такие вот базовые массы, базовые формы этого ключа. Да, для урока, я думаю, вот в таком стиле я нарисую, вы не обидитесь. Наверное, по предыдущим урокам все уже поняли, что рисую я не очень. Вот. Но для урока это достаточно. Открыв Light Table, вот эту иконочку сверху, мы можем выставить здесь, какое количество шотов будет прозрачным. И вот у нас здесь 9 листов, 9 инстансов. И, допустим, нам нужно увидеть, чем это заканчивается. Заканчивается это вот как раз следующим рисунком. И мы его отсюда скопируем правой кнопкой мыши Copy Image. И вставим его вот в Paste Image правой кнопкой в нижний слой. А в верхнем мы его просто обрисуем. Эти рисунки я рисовал в 2014 году, когда еще был в анимационной школе. Вот. Они мне очень дороги, персонаж мне очень нравится. Вот. Ну, я решил вам немножечко дать подсмотреть проекты, которые я делаю. Взгляните, вот здесь мы можем сверху задать количество рисунков, которые будут прозрачными. То есть здесь у нас задумано первый нулевой и еще 8 сверху. И предыдущие тоже, вот 3 я позначу. От центрального еще 3 рисунка будут прозрачные, в синем. В Light Table, возможно, будет отдельный урок. Вот. А здесь я просто демонстрирую достаточно быстро необходимость им пользоваться. Вот рисуем in-between, то есть рисунки между ключевыми кадрами. Делать достаточно быстро, не заморачиваясь, дабы продвинуться по нашему уроку чуть-чуть быстрее. Но здесь лист должен раскрыться в полете, и он был сгруппирован, и вот сейчас он расправляет спину и начинает парить. Вот. Ну и парочки носа добираемся до последнего ключа. Сделаем носик черненьким, потому что по нему легко ориентироваться.
Для аниматика эти рисунки могут быть вполне достаточны, чтобы просто определить и тайминг, и спейсинг в целом данной анимации. Набросочная, но также можно очень хорошо прорисовать здесь все и иметь, в принципе, анимацию. Сделаем каждый из этих рисунков по 2 кадра. То есть у нас один рисунок будет держаться 2 кадра, так будет уместно. И для данного урока вполне естественно. Не нужно все прорисовывать. И так вполне нормально. Посмотрим, что у нас в целом получилось. Конечно, тайминг надо выставлять, все это чувствовать и быть режиссером, по большому счету. В данном случае я просто техническую сторону вопроса показываю. Надеюсь, всю эту информацию вам просто пригодится. Это такой пример, где вы реально можете посмотреть, подсмотреть, как пользоваться вкладкой Project, создавая аниматики, создавая сториборды, посмотреть, насколько здесь все удобно для использования, очень комфортно, на мой взгляд. Если действительно преуспеть в том, чтобы все это пощупать, поиспользовать. Вот здесь, допустим, есть возможность весь этот сториборд превратить в PDF. И здесь во фреймах есть букмарк. И это будет отдельная тема урока, когда мы только по букмаркам сможем создавать эти сториборды по отметочкам в каждом кадре. Такой PDF создается автоматически достаточно быстро, и напротив здесь есть действительно все параметры для режиссера. Можно поставить галочки, action, no, диалоги. Слева мы установили, что цвета будут также отображаться. Можно сделать и бесцветными. Экспортировать проект. Мы ставим также секвенция, JPEG или move. Да. Мы ставим размер в размер 1920 на 1080. Это все залочено. Чтобы отрендерить, нам будет достаточно, например, размера 600. Он быстро отрендерится. Все эти галочки будут выставлены. Также будет выставлен экспорт саундтрек. То есть со звуком. Все это должно отрендериться. Save in sequence. Мы сохраняем и посмотрим, что получится. На рабочий стол выбрать его файл. Взгляните, то есть здесь появился такой набор из этих клипов. И почему То есть здесь, конечно, есть возможность перебрасывать всю эту монтажную программу в дальнейшем еще зачем-то. Но смотрите, эта галочка Split Scenes, она была установлена, поэтому все сцены были разбиты. Сейчас мы ее убрали, и все должно отрендериться в один единый файл Movik. Мы его конвертируем автоматически. Собственно, эта аниматика. В аниматике, как правило, используются рисунки сторибордовские, которые чуть-чуть ожили. И, конечно, самый лучший аниматик и сториборд — это тот, который приближен максимально к тому последнему дизайну кадра, который будет в финальном фильме. Спасибо за внимание. Надеюсь, урок был очень полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. tvPaint — очень интересная программа, и в дальнейшем нас ждут новые открытия. Всего доброго.